bright, coming like a night, it's on sight, if it touch my speed. Niggas round there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive, never gonna stop till I see the big man's on flats. Сколько было поворотов головой? Переодеваешься и едешь домой. Этот заезд надо было выиграть. Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся на ADM Raceway. Сегодня здесь проходит 4-й этап по картингу. Наша команда, как всегда, принимает участие. Сегодня нашу команду представляет 3 пилота в 2 разных классах. И мы, как всегда, надеемся показать самые классные результаты. Сегодня мы вам покажем, как проходят соревнования, классные моменты, пообщаемся с пилотами, может быть, с родителями, обязательно с тренером и механиками. Не будем затягивать. Погнали смотреть. Повредил плечо, он сбрасывается, опять на него набрасывается на сиденье, то вот так вот от него. Готов к заезду? Да. Молодец. Трасса на самом деле здесь интересная. На ADM Raceway протяженность ее 1287 метров, а последний чемпионат по картингу здесь проходил аж 5 лет назад, то есть в 2020 году. Но это чисто мое мнение, что она интересная, надо спрашивать пилотов, мы обязательно спросим. Но лучше спросить, конечно же, у нашего главного тренера Виталия, что он думает по поводу этой трассы. Мы здесь находимся не на полноценном картодроме, а на большом кольце для больших машин. И картинговая конфигурация, она, ну, так скажем, встроена, инсталлирована в большое кольцо. То есть здесь есть сегменты трассы, где используются именно части под большое кольцо, а также есть срезки для картинга. Вот. В целом, ну, на мой взгляд, эта дорога имеет право на жизнь в картинге. Хорошие прямые, ровный асфальт. К сожалению, у нас в московском регионе нечем похвастаться именно с точки зрения хорошего картодрома. Эта дорога, она вполне себе неплохая. Но, конечно, тут есть определенные особенности. Самое нелюбимое место для всех картингистов и с точки зрения того, как ведет себя машина и что надо подскакивать на поребрике, и с точки зрения безопасности, это вот это место, ну его вот оно видно, да, вот это, скажем так, скоростная шикана. Самая проблема здесь в том, вот на выходе вот из этой шиканы, ну если видно по камере, есть поребрик, есть дальше зеленая часть, и положили еще буквально вот на неделе на нашей, на чемпионатской, положились и такие вот лежачие полицейские. Вот. Эти лежачие полицейские, конечно, с одной стороны ограничили траекторию спортсменов, с другой стороны немного усложнили им жизнь, потому что те, кто не помещаются полностью вот на бетонную тему, подскакивают на этих лежачих полицейских. И машина на выходе, конечно, скачет. Это не очень хорошо и с точки зрения безопасности, и с точки зрения жизни машины, потому что сейчас, соответственно, коллегия спортивных комиссаров разрешила на этом месте срезку.
И получается, что все скачут, конкретно летят через эти трамплины, перескакивают. Кто-то удачно приземляется, кто-то неудачно. Было несколько таких не очень хороших разворотов в этом месте. Вот, поэтому очень хотелось бы, ну, если меня кто-то из коллеги спортивных комиссаров посмотрит и увидит наш вот этот сюжет, чтобы обратили на это внимание. Если уж сюда завозят такого уровня соревнований, как чемпионат России, ну, наверное, надо каждому фрагменту трассы уделить особое внимание, особенно вот этому. На мой взгляд, здесь все-таки надо что-то переделывать, чтобы не было такой большой проблемы для картинга. После каждого заезда, соответственно, карты отправляются в боксы, в шатры, там, где стоят и работают наши механики и механики других команд, и, соответственно, карты уже там разбираются, подготавливаются к следующему заезду. А какие именно работы там делают, сейчас посмотрим. Снимается двигатель, отмывается грязные места и отдается мотористу. Вот. До утра. Да, до утра. Конечно. Он его обслуживает, проверяет, смотрит на все это. Мало ли какие-то там недочетики будут. Вот. А мы занимаемся дальше отмыванием от всяких песчиночек, грязи. Конечно, колеса будем тренировочные ставить на прогрев. Заряжаем аккумулятор на телеметрии и аккумулятор, который идет на стартер. Если погодные условия не изменяются, то уже фактически уже делать ничего не надо. Если погода меняется, ну, приходится очень много крутить, машину настраивать под дождь, под сухо. Ну, так. Ну, скажем так, если пойдет дождь, будет резина, и там очень много меняется в машине именно под дождь. Но вот то, что интересовались закрытые эксцентрики, то есть там есть нюансы. Соответственно, та же звезда, передачное соотношение. Тоже меняется. Конечно, потому что на этой посуху мы едем на одной, а по дождю скользко, скорость поворотов ниже, чтобы мотору было легче разгоняться, меняется.
Как всегда, на таких соревнованиях много народа, много поддержки. Каждый пилот привозит с собой родителей, бабушек, дедушек, собачек. Все радуются, все поддерживают, все переживают, и трибуны всегда полные. Мне стало интересно, почему же дети занимаются картингом, а у кого спрашивать? У детей они заняты, они на заездах. Спросим у их родителей. Мне кажется, любой родитель, да, ждет каких-то высоких результатов. Важно то, что ребенок здесь какие-то получает новые знания, да, учится мобилизовать себя в нужный момент, там, учится в том числе и справляться, да, с неудачами, какими-то ошибками. 6 ему не было, я узнал про Ланата, вот, и в какой-то выходной, там, в субботу, по-моему, было, я спросил у него: Лёва, поедешь погонять на машинке? Он говорит: да, конечно. Я с Виталием Владимировичем созвонился. И когда ехали, помню, туда на картинг, значит, и Лев такой: папа, ну я ж уже ездил на этих машинках, которые там вот эти электрические. Втором. Я говорю: не, сынок, это вообще другое. Значит, он минут 5 сидел, потом такой говорит: папа, говорит, что-то я, говорит, боюсь. Я говорю: а что такое? А там шум такой, моторы. Я говорю: ну, боишься, давай, говорю, поехали домой. Он такой что-то призадумался. Я говорю: что, подождем еще, посидим? Он говорит: да. Вот мы посидели, и вот мы уже тут больше 3 лет. Большой спорт — это в любом случае труд. Да, здесь в режиме лайт ничего не получится. Нужен результат, нужно трудиться. Вот будем ребенка настраивать на это, плюс он сам будет учиться. И вот Гордей, только ему исполнилось 5 лет, когда его взяли Ланата, вот он пошел, начал заниматься, начало получаться. В целом картинг очень конкурентный вид спорта, и здесь идет очень жесткая борьба, и я в первую очередь жду и рассчитываю, что Гордей научится соревноваться, да, научится выигрывать, научится проигрывать, что немаловажно. То есть для меня это закал характера, потому что будущая жизнь, она как картинг, да, очень плотная борьба. И нужно уметь вот эти находить окошечки возможностей, да, для того, чтобы становиться первым. А если не получается, то уметь на это по-мужски реагировать, да, не опускать руки, а так злиться и продолжать развиваться. Я заметил одну небольшую традицию. Хотел пообщаться с нашими пилотами, узнать, как у них дела, как у них настрой, то есть какие у них планы на гонку. Они мне сказали, в принципе, я ожидал этого ответа, сказали: мы с тобой пообщаемся только после финала. То есть проедем финальные заезды и уже поделимся. То есть какие-то вот такие вот традиции. Поэтому придется немножечко подождать, чтобы узнали, как у них настроение, как у них прошла гонка. Дальше у нас предфинальный заезд. Сейчас прошел отборочный. Вот, на отборочном мы стартовали с 9-й позиции. Получилось прорваться. Квала была дождевая, поэтому по суху этот отборочный заезд показал, что скорость у пилотов впереди пелотоны чуть-чуть хуже, чем на дождевой шине. Поэтому мы прорвались вперед. Вот, были небольшие ошибки в плане обгонов. Чуть-чуть не задался старт, но потом
смогли немножко прорваться. Вот сейчас есть над чем поработать с пилотом касаемо борьбы на трассе. Вот, нашли настройки сухие, и есть время морально настроиться на борьбу на предфинальный заезд. Ну, заезды вот прошли очень хорошо. Как бы был трудный уикенд. Квалификация была так себе, квалифицировался 16-м, потом начали отыгрываться. Ну вот первый отбор, вот мне повезло с погодой. Ну, был дождь, меня развернуло. И пришел, по-моему, там 13-14, вот точно не помню. Потом я стартовал 10-й и чудом из-за аварии, в которой я очень сильно сориентировался, поднялся на второе. И второе место у меня продолжалось до тех пор, пока не закончилось в гонке. То есть один отбор 13-й, другие все второй. Я чувствовал напряжение, то, что за мной очень сильный пилот. Как бы было напряжение, и когда он меня уже обогнал, я чуть-чуть расстроился, но потом не потерял надежду, опять его перекрестил. Лучше это богатые Сабы, вторая это Рязань, а третья это уже вот эта трасса. То есть она и сложная, и такая скоростная, а скорость, по-моему, любят вообще все гонщики. У меня не получилось, когда я шел на обгон, меня шли обгонять, у меня не получилось, я хотел позже затормозить, и у меня заблокировались колеса, и у меня заглох мотор, и поэтому пропустил почти весь пелотон. Где у тебя следующая гонка? В Рязани. В Рязани. Там подготовишься? Угу. Мы увидим твою победу. Угу. Обещаешь? Пообещай. Да, обещаю. Ну что ж, хочется сказать, что сегодняшний день был контрастный. Были и яркие моменты, были и огорчения, но это гонки, и мы воспринимаем их такие, как они есть. Хочется порадоваться за Гордея. Он отлично выступил, финишировал в финале вторым. Лёва смотрелся великолепно, был хороший темп, но в одном из поворотов соперники вынудили его экстренно затормозить, и Лев из-за этого потерял позиции и потом, соответственно, пробирался опять вперед. Не очень хорошо сложился день для Вани Петрова. Мы сегодня стартуем в финале «Б». Вот, это ниже наших сил, но не до конца Иван понял трассу в Мечково, поэтому и из-за этого вот такой результат. Но я надеюсь, что мы с ним все поправим. Впереди Рязань, там Ваня быстрый, будем надеяться на хороший результат.